Bonjour à tous. Сегодня я хочу говорить об изучении языков, потому что для меня это очень важная и интересная тема. Но я решила, что мне нужно говорить только по-русски, так что будет сложно. И я надеюсь, что все будет понятно, но не уверена, потому что обычно я говорю только по-французски, по-английски, а почти никогда по-русски, так что если я очень много ошибаюсь, скажите мне, будет для меня полезно узнать, когда я что-то неправильно произношу и так далее. Я очень хочу говорить о языках, потому что то, что я изучала сначала английский язык, а потом русский язык, это все изменило мою жизнь. Так что мою жизнь, да. Так что да, для меня очень важно говорить об этом и, может быть, мотивировать людей, чтобы они изучили языки, да? Следующие видео будут только на французском, как обычно, потому что мне гораздо легче говорить на французском, и да. Я думаю, что изучение языков очень важно, не только чтобы путешествовать, но также чтобы понимать людей на своем языке, и также чтобы понимать, как люди думают на других языках, потому что я думаю, что когда я говорю по-английски или по-французски или по-русски, я думаю немного по-другому. Обычно люди говорят, что они не могут выучить новый язык, потому что у них нет времени или потому что они уже слишком старые, чтобы выучить язык. И, конечно, я так не думаю. Я думаю, что каждый может выучить язык. Иногда они даже говорят, что мне повезло, потому что я говорю по-английски. Может быть, у меня есть талант на английском языке. Но, конечно, это не так. Просто я потратила много времени, чтобы изучать язык. Не изучать, но слушать английский язык. Я очень долго, очень часто слушаю английский язык. Так что я действительно думаю, что каждый из нас может выучить язык, даже если это будет долго, думаю, что это возможно. И самое главное — это понять, как лучше всего выучить язык для нас, какой метод самый эффективнее для нас. После этого нужно учиться понемногу каждый день. Не знаю, как это в России, но во Франции мы обычно начинаем учить язык с грамматики и очень редко слушаем язык. И я думаю, что это не очень эффективно. Так что после школы, когда мне было, может быть, 18 лет, я совсем не могла говорить на английском. Я, может быть, могла сказать «The cat is in the kitchen», и все. Для меня это было совсем неинтересно выучить язык, и не поняла, почему мне выучить английский язык. Но после этого мои родители мне отправили в Канаду, в семью, где они говорили по-английски. И когда я была в Канаде, я совсем ничего не поняла, потому что я не говорила по-английски. И мне было немного стыдно, может быть, стыдно. Я ненавижу этот «ы». Зато, когда я была в Канаде, я поняла, что очень полезно и интересно выучить язык, чтобы понимать людей, и чтобы общаться с людьми из других стран. Нет, из другой страны. Так что, когда я вернулась во Францию, я начинала слушать аудиокниги на английском языке понемногу каждый день. И сначала я выбирала. Выбирала книги, которые я уже знала.
Я выбирала книги, которые я уже знала, потому что их уже прочитала по-французски. И так что было легче для меня понимать, что произошло в книгах, и потому что я уже знала героев и персонажей и так далее для многих людей. Я знаю, что для многих людей это не очень удобно слушать аудиокниги, потому что они хотят все понимать сразу, сначала, и это совсем невозможно, когда мы начинаем изучать язык, изучать или учить. И когда мы что-то не понимаем, нам хочется искать слова, каждое слово на Google Translate, Google переводчик. Но я начинала слушать аудиокниги, как если бы они были музыку, а не книги. Я просто слушала звуки и попыталась привыкнуть к ним. Я перестала беспокоиться о том, чтобы все понимать сразу. Я даже не хотела все понимать, просто слушать. И каждый день понемногу, может быть, 10 минут, что-то в этом роде. И, конечно, если я слушала слово очень часто, несколько раз, если я не поняла то, что значило это слово, тогда да, я переводила его, но я не переводила каждое слово. Попробовать. Я думаю, что если вы хотите попробовать учить язык с аудиокнигами, тогда лучше всего начинать с книгами для детей, потому что у них есть много диалогов, и они довольно просто... Нет, их просто понимать. Лучше всего начинать с книгами, которые мы уже знаем. И я думаю, что идеальная книга — это «Гарри Поттер». Я уже говорила об этом, но я думаю, что эта книга идеальная, потому что мы все знаем историю, все знаем персонажей и так далее. Язык не очень сложный, так что легче понимать, что происходит в книге. Есть другие приложения, где можно найти книги на английском языке, как, например, LibriVox. Я думаю, что это очень важно слушать понемногу каждый день. Важнее всего никогда не останавливаться. И я думаю, что это эффективнее слушать 10 минут каждый день, может быть, чем 3 часа раз в неделю. Да. Для изучения русского языка я пыталась использовать этот метод, чтобы выучить русский язык. Но так как русский язык сложнее, чем английский язык, это недостаточно просто слушать язык. Я могу понимать русский язык довольно хорошо, но все еще не могу говорить очень правильно и очень свободно. Не так, как я говорю по-английски, так что думаю, что чем сложнее язык, чем важнее нужно выучить грамматику, можно так сказать. Я тоже думаю, что смотреть фильмы на английском не так полезно, как слушать книги, потому что обычно произношение не так ясное, как в книгах, и книги легче понимать. И тоже люди обычно начинают читать субтитры вместо того, чтобы слушать, так что это не очень полезно. Самое главное — найти метод, чтобы это было не так больно учить язык. И удачи вам! Надеюсь, что вы будете учить французский язык, потому что он гораздо красивее, чем английский язык.